Петр Сиярто, который рассказал журналистам о том, что Венгрия, в принципе, избавилась и не зависит от транзита газа через Украину, потому что есть турецкий поток, и только в этом году Венгрия по нему прокачала больше 6 миллиардов кубометров, по-моему, 6,2 миллиарда кубометров 6,2 рекордная отметка. Да, на данный момент. Означает ли это о том, что вот все, что ты говорил, да, на этом и закончится, и что та же самая и Словакия, и та же самая Австрия будут просто больше потреблять газа из турецкого потока, или там есть уже ограничения по прокачке? Там физически невозможно. Турецкий поток на самом деле заканчивается сегодня в Венгрии. Дальше были планы вести его в Словению, доводить до Австрии, но Евросоюз от этого отказался. Соответственно, газовые компании на это не пошли. Инвестировать, когда ты не имеешь гарантии сбыта, построить трубу, чтобы она просто лежала. Сиярто в Минске, да, после долгого перерыва он продемонстрировал свое знание русского языка, на мой взгляд, великолепно, что, в общем-то, означает, что уровень образования в МГИМО действительно весьма и весьма высок. О том, что достигнуто соглашение с «Газпромом» по поводу поставок газа в Венгрию через турецкий поток, дополнительных объемов, и Сиярто, и Орбан действительно с радостью докладывали еще в прошлом году. Уж для кого для Венгрии не секрет, что договор о транзите заканчивается. И поскольку венгерское правительство настолько безобразно, что думает о Венгрии, в отличие от всех прочих стран Европы, ну, Словакия еще о чем-то стала думать, про Словакию. Соглашение было достигнуто. В том случае, если прекращается транзит через газотранспортную систему Украины, дополнительные объемы пойдут по турецкому потоку. Простенько и со вкусом. Среднее потребление в Венгрии газа на день сегодняшний порядка 8,5 миллиардов кубометров в год. Поставлялось традиционно из России. Опять же, нет морских границ, соответственно, с СПГ связываться не получается. Или вот опять же могу перечислять там все эти варианты с регазификацией, прокачкой и прочим. Так что тот, кто молодец, тот молодец. Тот, кто о своей стране думал. Ну и на самом деле, помимо всего прочего, это, конечно, дополнительное соглашение с Сербией. Турецкий поток покидает территорию Турции, входит в Болгарию, выходит из Болгарии, дальше Сербия, дальше Венгрия. Для того, чтобы Венгрия могла получать газ, Сербия должна его через себя прокачать. Здесь достигнуто дополнительное соглашение. Значит, есть подозрение, что даже без денег. У Сербии нет такого большого объема подземных хранилищ газа, у Венгрии немножко есть, они договорились. То есть Венгрия у себя хранит газ, который Сербии может понадобиться в отопительный сезон. В связи с этим прокачка идет без проблем. Так что вот две страны в полном порядке. Болгария отдельный привет, она не покупает газ за рубли, ну, соответственно. Для всех, кто критикует то, что Россия продолжает поставки газа в Европу, напоминаю, что в соответствии с мартовским указом президента России 2022 года трубопроводные поставки в Европу идут за рубли. Поэтому, когда вы говорите, что нельзя им поставлять, потому что из газа сразу делают танки, попробуйте все-таки задуматься над тем, что рубли России сейчас точно нужны. Если кто-то не понимает для чего, ну, посмотрите на наш юг, на наши новые старые области, задумайтесь, какие инвестиции необходимы туда. Не все так просто. Продолжим. Не упомянул Петр Сиярто и поблагодарить Беларусь за надежность транзита. Буду здесь цитировать. Беларусь является очень важной страной с точки зрения энергетической безопасности Венгрии. По его словам, для Будапешта вопрос энергоснабжения является прагматичным. Ситуация такова, что сегодня Беларусь гарантирует транзитные поставки нефти в Венгрию. 71% венгерской нефти поступает через трубопровод «Дружба». А Беларусь на 100% является надежной транзитной страной, которая гарантирует нам безопасность этих поставок. Также он уточнил, что трубопровод «Дружба» в будущем будет играть определяющую роль в обеспечении Венгрии нефтью, потому что нет другого трубопровода, который в больших объемах может поставить нефть. Ну, то есть Сиярто очередной раз продемонстрировал в том, что Венгрия будет блокировать любые какие-то, скажем так, желания либо попытки Евросоюза заблокировать поставки нефти, российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Вот я снова о том, что картина черная и белая не получается. Она всегда у нас достаточно серенькая. Что касается южной ветки магистрального нефтепровода «Дружба», он действительно проходит через территорию Беларуси, действительно ни разу вопросов о каких-то проблемах с транзитом не возникало. Проблема с транзитом возникает, потому что маршрут Россия, Беларусь, Украина, дальше через Словакию и Венгрию, и через Чехию, соответственно. Так это выглядит. Проблемы возникли, потому что договор у венгерской государственной компании МОЛ был с «Лукойлом». Киев внезапно объявил «Лукойл» подсанкционной компанией и прекратил поставки, прекратил транзит. У Венгрии, опять же, не бывает черно-белой картинки. С одной стороны, да, Евросоюз не очень хорошо себя по отношению к Венгрии ведет. С другой стороны, именно по настоянию Евросоюза хранилища нефти в Венгрии соответствуют европейским правилам. 90 суток продержаться даже в том случае, если никаких поставок нет от слова вообще. То есть, в Венгрии было время на переговоры. Что касается, куда, собственно говоря, нефть идет. В Словакии есть нефтеперерабатывающий завод. Словакия находится на том же маршруте. Собственно говоря, эта ветка «Дружбы» строилась одновременно с нефтеперерабатывающими заводами. То есть, времена были такие исторического материализма. Все было плановое, все было аккуратно. Какая нефть? Сорт «Юрлс». Сколько? Столько. Строим нефтеперерабатывающие заводы. Словацкий завод принадлежит венгерской компании МОЛ. Дальше маршрут идет через Чехию, которая тихо молчит, делает вид, что ее здесь вообще нет. 2 нефтеперерабатывающих завода получают газ по дружбе, нефть по дружбе. Ну и чтобы уж совсем, вот, когда я говорю, что картинка очень пестрая, чешские заводы принадлежат польской компании. Ну, так, чтобы весело было. Вот Польша со всеми ее антироссийскими настроениями как-то, получает вот нефть. Ну и получает. Что об этом рассказывать на каждом углу, правильно? И 2 нефтеперерабатывающих завода в Венгрии. Тоже все было подстыковано. Почему Сиерта говорит о 70%? 30% нужна была легкая нефть, получали через Югославию. Нефтепровод соответствующий имеется. Сейчас это Хорватия. Исключение из эмбарго Европейского Союза с 5 декабря 2022 года поставки нефти российской в Европу запрещены, за исключением Венгрии. То есть Венгрия, договариваясь об исключении для себя, заодно решила вопрос для Словакии и для Чехии. Вот так. Вот так это выглядят все эти границы, все эти различные страны. Срока у исключений нет. Допустим, у Болгарии исключение было до 1 января 2024 года. Все, больше нельзя. У Венгрии никакого ограничения нет, потому что физически непонятно, как можно поставить нефть другим способом. Если через Хорватию, тогда, простите, средний объем поставок российской нефти в Венгрию 5 миллионов тонн. У Хорватии нет портов, у которых неиспользованная мощность 5 миллионов тонн. Порт, который ждал и ждал, когда же появится, наконец, заказы из Венгрии. Значит, нужно договориться с Венгрией о том, что будет расширена мощность того или иного порта. Трубопровод, нефтепровод, который лежит из Хорватии в Венгрию, естественно, рассчитан на то количество, которое во времена существования Совета экономической взаимопомощи просчитали. Если вы хотите прокачивать на 5 миллионов тонн нефти, стройте нефтепровод. Венгрия сумела объяснить Европейской комиссии, что если эта проблема и будет когда-то решена, то отнюдь не скоро. Надо вкладываться, сначала договориться каким-то образом с Хорватией, на каких-то условиях расширить за свой счет мощности порта, за свой счет расширить мощности нефтепровода, а потом где-то на этой планете найти нефть, максимально подходящую по химическому составу к нефти «Юрлс». Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время
необходима прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным, поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание. Что тоже, в общем-то, достаточно весело, потому что максимально близкие сорта – это венесуэльская нефть, там санкция. Конечно, там можно договориться о скидках или, как сейчас модно говорить, о дисконтах, но вот как-то санкции. Следующее по близости по химическому составу, то есть чтобы не было сложностей с переработкой, Iranian Light, Iranian Heavy, простите. Тоже можно договориться о дисконте, но тоже санкции. Ну, вот, собственно говоря, Венгрия, я так понимаю, разложив все эти карты, нефть не найти. Да, есть норвежская нефть, действительно, чуть ли не на 100% схожая с нефтью нашей российской, с флагманским сортом «Юрос». Но поскольку эмбарго в силу вступило, там договоры о поставках на нефтеперерабатывающие заводы в Европе расписаны уже, по-моему, на 10 лет вперед. Не втиснешься. Следующий заход либо Венесуэла, либо Иран. Здесь санкции, так что, извините, мы будем работать, как работаем. Так что вот так. Поставки восстановлены. И вот тот самый случай, когда переход прав собственности, как только нефть появляется на территории подконтрольной Киеву, она уже венгерская. Все. Никакого Лукойла, никакого Татнефти, ничего нет. Все сплошная венгерская нефть. Я так понимаю, что алаверды от нашего стола к вашему столу – это попытки Словакии договориться, Роберта Фица договориться о переходе прав собственности на газ. В этом случае можно продолжать получать газ не только для Словакии, но и для всех остальных, потому что это мой словацкий газ, вообще у меня все в порядке. Вот такая обстановочка. Продолжим, но уже с атомной энергетикой. Сегодня министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар рассказал журналистам о переговорах Турции с Россией, Китаем и Южной Кореей по строительству новых атомных электростанций. Цитирую: «В мире не так много компаний, число стран, которые занимаются строительством АЭС, число стран, с которыми мы это обсуждаем, ограничено. Есть Российская Федерация, с ней ведет переговоры весь мир. Есть КНР, есть Южная Корея, мы ведем переговоры со всеми тремя. Нам самое главное, чтобы строительство АЭС было выгодно». Он сказал, что будет расширена АЭС Акуиум, будут еще как минимум 2 блока, и плюс будет строиться АЭС Синопе на севере страны и во Фракии на западе. И опять-таки, находясь в Минске, глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Москва приветствует желание Турции, если удастся согласовать параметры участия в строительстве АЭС Синоп, то от этого выиграют обе стороны, сказал Сергей Лавров. При этом гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщал ранее, что госкорпорация рассматривается в качестве генподрядчика строительства АЭС Синоп. На твой взгляд, сейчас Турция ведет политические переговоры или все-таки экономические переговоры? Ну, свою атомно-энергетическую программу Турция объявила достаточно давно. То есть здесь ничего нового, какого-то сенсационного не звучит. Руководство Турции считает, что до 1940 года общая установленная мощность атомных энергоблоков должны составить 20 гигаватт. Так что Аккую – это разминка. Там всего 4,8, все еще впереди. На момент объявления этой программы было определено еще 2 площадки. Одна действительно Фракия, одна действительно Синоп. Мне Синоп, конечно, самый симпатичный. Я надеюсь, что если
Росатом договорится о строительстве, то эта атомная электростанция будет носить имя адмирала Нахимова. Но если говорить серьезно, то что касается Аккую, в очередной раз для тех, кто в танке, для тех, кто не желает свое мировоззрение состыковывать с фактами реальности, это не турецкая атомная электростанция, она принадлежит концерну «Росэнергоатом». Это уникальный случай, больше нигде такого нет. Строй, владей, управляй, только здесь. Решение о том, что это будет выглядеть именно так, 4 атомных реактора, принадлежащие России, расположены в Турции. География просто вот такая. Строим мы там, вот, где хотим строительную площадку, там мы поставили. Но если серьезно, то решение было принято в 2015 году, после известной, очень неприятной истории с нашими самолетами в небе над Турцией, гибелью наших пилотов. И фраза Владимира Владимировича: «Одними помидорами не отделаетесь». Я не просто так об этом говорю, потому что в соответствии с постфукусимским кодексом безопасности требования по уровню безопасности для каждого атомного энергоблока. Напомню, что после 2011 года МАГАТЭ проверила все до одной атомной электростанции на планете с тем, чтобы убедиться, что здесь вот эти системы безопасности дополнительные можно ввести. Одна из мер безопасности – отсутствие у обслуживающего персонала станции, то есть у компании-оператора, к оборудованию автоматизированных систем управления технологическими процессами. Вот на атомной электростанции Фукусима такой доступ был, они немножечко поправили параметры и получили результат. Вот чтобы этого не было, доступ к этому оборудованию должен быть только у компании-вендора, то есть у той компании, которая строилась. Соответственно, технологические процессы на атомной электростанции Аккую автоматически управляются с улицы Большая Ордынка в городе Герой Москве. Поэтому все фразы о том, что Эрдоган достанет ятаган и отберет атомные электростанции, это в пользу скорбных разумом, так скажем. Потому что получить у себя ядерный объект, которым ты не управляешь, который начинен облученным ядерным топливом, то есть отобрать киоск на рынке и отобрать атомную электростанцию, это немножко две большие разницы, так скажем. То, что это выглядит именно так, еще одно из свидетельств, это покупка Турции зенитно-ракетных комплексов С-400. Один из них расположен в той же провинции Мисрин, где находится атомная электростанция Аккую. Почему это происходит? Есть нормативы по физической безопасности, по обеспечению физической безопасности атомных электростанций. В России их никто не менял. То, что Россия свою атомную электростанцию бомбить не будет, очевидно. А если покупать европейское зенитное оборудование, то на запрос свой-чужой может быть неадекватный ответ. На вопросы в адрес Генерального штаба Турции, зачем вам, собственно говоря, дивизион С-400 в провинции Мисрин, ответ известен: на тот случай, если прорвутся самолеты из Сирии. Нормально? Нормально. В Сирии с ее могучим военно-космическими, наверное, силами, она только и делает, что рвется куда-то в Турцию. Вот. Что касается финансовой части, то есть соглашение о покупке, об обязательной покупке электроэнергии по фиксированной цене. Цена не зафиксирована в лире, не надо рассказывать о том, что в Турции инфляция. 12 американских центов за киловатт-час, на 50% вырабатываем электроэнергии. Если кто-то будет рассказывать, что это убыточно, посмотрите, пожалуйста, в бухгалтерскую отчетность Росэнергоатома, это публичные документы, вы обнаружите, что средняя цена продажи электроэнергии нашими атомными электростанциями 2 рубля 35 копеек. 2 рубля 35 копеек, 12 американских центов. Посчитайте, посмотрите, что на что похоже. Вот. Разумеется, повторение такой ситуации для прочих атомных электростанций, которые Турция собирается строить, не будет. Это уникальный случай. С помидорами вроде бы разобрались. Остальное должно быть в традиционном режиме. Есть заказчик, есть компания генеральный исполнитель. Соответственно, работаем в обычном режиме.
Синоп выбран, во-первых, для того, чтобы балансировка энергосистемы оставалась на месте, растет объем производства, растет спрос, но система должна оставаться сбалансированной, поэтому в разных частях страны. На юге, на севере, на западе. Все аккуратно. Переговоры о том, что будет идти такое строительство, начались достаточно давно. На тот момент у Турции было мнение, что надо диверсифицировать. Модное такое слово. То есть никакого Росатома. Раз Росатом в вакууме есть, то будем вести еще с кем-то переговоры. Напомню, что на день сегодняшний сметная стоимость Аккую вместе с новым портом на Средиземном море 22 миллиарда долларов США за 4 реактора ВВР 1200, 4800 мегаватт общая мощность. Переговоры по Синопу начались с франко-японским консорциумом EDF Mitsubishi. Реакторы от МИА 1000 мегаватт. В природе нет, но было предложено. И поскольку Турции здесь уже предстоит покупать, разумеется, первый вопрос был, сколько это будет стоить. Обследовали французские специалисты площадку, оценили, сообщили цену 48 миллиардов долларов. Эрдоган удивился. 22 за 4 800 и 48 за 4 ровно. Попросил подумать еще раз. После 2 лет размышления франко-японский консорциум сообщил, вот здесь немножечко, тут вот здесь будет значительно дешевле, будет просто 40 миллиардов долларов. Ну и, собственно говоря, так скажем, часть последствий встречи в Казани, куда прилетал господин Эрдоган, я так понимаю, что звонок в адрес руководителя Росатома о том, что мы готовы приступать к переговорам, было согласовано. Вряд ли это такая творческая самодеятельность господина Эрдогана. Почему это будет выгодно обеим сторонам, это понятно. Та выручка, которую Росатом будет собирать на Аккую, можно в ту локализованную часть проекта, локализация по Аккую более 30%, общестроительная работа, строители замечательные, то есть перетаскивать наших строителей туда не требовалось, разве что инженеров, чтобы отследить совпадение со всеми чертежами, со всеми требованиями. Рассчитываться чем-то надо. Вот выручка за проданную электроэнергию на всякий случай, потому что проблемы с банковскими переводами тоже имеют место быть. Здесь они гарантированно исчезают. То, что Турция не хочет сотрудничать с Францией, я не знаю, по каким причинам. Вот не могу даже догадаться. Переговоры с Южной Кореей, будут ли они вести дальше, будет ли это выгодно, я просто на всякий случай напоминаю, что технология переработки облученного ядерного топлива на сегодняшний день на планете владеет всего 2 страны, Россия и Франция. При этом Франция, разумеется, облученное ядерное топливо российское перерабатывать у себя не будет, точно так же, как не будет Россия перерабатывать французское облученное ядерное топливо. Разные технологии, поскольку заповедь атомной энергетики номер 0 – это безопасность. Разумеется, в такие игры никто не играет. У Южной Кореи такой технологии нет. Теоретически есть возможность договориться о том, что перерабатывать будет Франция, но здесь я бы посоветовал обратить внимание на результаты тендера, который проводила Чехия. В 2021 году она заявила, что на строительство новых атомных электростанций, новых блоков на чешских АЭС Росатом не имеет права принимать участие. Вот так. Вот так. Тендер прошел, участвовали 3: Южная Корея, Вестингаус, EDF. Посмотрев на ценовые предложения, Чехия остановила свой выбор на южнокорейской компании Кепка, Korean Energy Power Company. Почему легко запоминается? Потому что Кепка. Вот. Они вышли победителем. Вестингаус тут же подал в суд со словами, что вы работаете по нашим технологиям, поэтому, соответственно, согласуйтесь сначала с нами, заплатите роялти. Суды пару лет длились. На день сегодняшний государственный регулятор Чехии приостановил ведение переговоров с Южной Кореей до выяснения вот этих обстоятельств. Можно или нельзя, разрешат американцы строить или нет. Но это так напомнил, что Турции есть о чем поразмышлять.
Вот